Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы. Второй прогноз. Что ждет до конца года 2025? К чему приготовиться или быть готовым? Давайте с вами узнаем, какие события и неожиданности ожидает ваш знак Зодиака. И первые три карты мы с вами достанем знаки судьбы, как три поворотных момента или три, почему два, оговорилась, надеюсь, на правильное понимание, или три важных события, мои дорогие, до конца года. Вот чем вам доведется заниматься или в центре вашего внимания, а может будет, а что, может быть, и сложится, и потребует однозначных решений. Давайте узнаем. Что до конца года, ну вот как, может быть, и три сферы жизни или какое-то дело с нюансами. Такое тоже могу допустить. Итак, три знака судьбы. Первый знак судьбы, как первое важное событие или что-то тут вы, в чем доведется принимать важные решения. С чем это связано, что случится или произойдет, может быть и так. И вторая колода у нас, продолжим наш расклад. И что вас удивит? Вот. Или кто вас удивит, может быть и так. С чем это будет связано? Ретро-уран возвращает нам какую-то историю, которая была знакома. И конфигурация планетарная, она напоминает ровно ту ситуацию, которая была год тому назад. Декабрь 24 и январь 25. У меня на втором канале, Таро Инспирационе, вы можете найти именно на декабре видео, посмотреть, проанализировать, прокрутить как киноленту собственной судьбы назад, так и вспомнить, что это было. Итак, что или кто вас удивит? Что или кто появится неожиданно? Давайте неожиданности рассмотрим. Уран как раз ретро на это очень даже способен. Какой-то дежавю. И к чему это все идет? По основным сферам жизни. Личная жизнь и вообще в целом взаимоотношения, любовь, вопросы пары, вопросы семьи. Вот выскочила карта, да, девятка жезлов. Как будто ничего не хочу. Или наступает время идти вперед. Нам говорят, что вы можете такое ощущать, как будто я сделал или сделала все, что могла, или все, что мог. И вот теперь мне уже как-то надо, или необходимо, мне нужна уже какая-то перезагрузка, потому что самому не хочется так, как прежде. Вот, кстати. И карта ведь нам о том, что действовать-то нам придется, но пока непонятно как. Аккуратные какие-то действия или решения по части взаимоотношений и личной жизни. Чего ждать в финансах и чего ждать в ваших достижениях. Что же тут как знаки судьбы? Какая-то пауза, какой-то тупик, да, вот конкретно, как Т-образный перекресток. Ехали, здрасте, приехали. Либо направо, либо налево, но пока непонятно. Может быть, это так, как аллегория, какая-то история, которая стала на паузу и не развивается. Может быть, это то, что и вы не хотите развивать. Может быть, это связано с человеком. Или это старший аркан. Тут всегда, когда старший аркан, обстоятельства, мои дорогие, или решение каких-то других персон, третьих лиц. Может быть, это официальные лица, а может быть, это и близкий человек. Давайте мы узнаем второй знак судьбы. А вот не хочу ничего менять. У меня сейчас все хорошо, и слава богу. Ну, правда. Может быть, какие-то вопросы, которые возвращаются вам по части именно дома, жилья. Планетарно может быть такое. Хотя на последующий как бы период там вопросы финансов могут у вас выйти на первый план. Или вопросы работы, но тут же так. Есть, к примеру, у кого-то планы именно по части дома. Может быть, переезда, реконструкции, там, ремонта, да. Ну и они, конечно, будут тоже финансово упираться. Тут десятка кубков сама по себе карта очень емкая. Она включает и взаимоотношения где-то, да, и буквально наши стены, дом, место нашего пребывания. Но вообще это карта радости, счастья, эмпатии. Давайте откроем третий знак судьбы. Правда, любовь. Смотрите. Я, конечно, допускаю, что для кого-то из вас на паузу встала личная жизнь. Ну, потому что как-то так выпали карты. А что это за пауза? Что это за повешенное? А это вы сами что-то решили именно так сделать.
Может быть, это и связано. Все-таки король мечей – это больше, ну, как олицетворение вашего знака зодиака. Конечно, мы можем так рассматривать даже для вас, мои дорогие девочки. Может быть, более такие мужские хладнокровные энергии, потому что наступает время принять какое-то основное решение. Может быть, и хочешь, не хочешь, будешь тут где-то мыслить как мужчина. Мои дорогие мужчины, это для вас тоже какая-то конфигурация, куда же я пойду дальше, направо или налево, или с кем. Или что я буду тут делать по части дома, да? Может быть, тут в принципе-то нам сказали, что все-то так вот неплохо, вас все устраивает, но есть какая-то заноза, которая не решена, или вопрос. И, скорее всего, она связана с женщиной. И пусть в разных энергиях выпадают карты, а тем не менее это пара. Может быть, когда нашла коса на камень, именно в вопросах пары, ну или для вас, мои дорогие, есть какая-то задумка, желание, что и не против бы осуществить, но и либо нет к этому каких-то ресурсов с учетом аркана повешенной, или какие-то обстоятельства, которые вам не дают это осуществить. Но тут как вы сумеете договориться? Тройка пентаклей. У кого-то вообще, честно говоря, для большинства, я так думаю, надеюсь, в принципе, достаточно приятный период жизни декабря. Но, тем не менее, мы все разные, хоть объединяет нас знак зодиака. Есть еще какие-то, например, у кого-то вопросы, связанные с судом. Все-таки очень емкая карта, король мечей. Иногда и структуры, вышестоящие организации, каких-то официальных лиц, чиновников или буквально люди в погонах. Иногда это врачи, когда мы, ну, отправляемся не потому, что болеет, да, а вот вам нужно разобраться с самим собой или самой собой. Если есть какое-то, к примеру, недомогание, какая-то давняя история, да, и вы все время откладывали на потом, и в целях профилактики вы как раз этим и займетесь. Потому что у вас для этого сейчас, ну, как бы очень неплохие энергии складываются. И вот тут такое может проиграться. А для кого-то это ожидание решения суда. Такое тоже может быть. Или вы сами как-то тут продумываете, куда, что, когда. Потому что тут и место нашего жительства, место нашего пребывания. Но в целом-то ведь вообще, я должна сказать, тут нам говорят, даже если мы говорим личная жизнь, есть возможность помириться, например, да, всячески, это точно, как будто услышать друг друга или перевести отношения на новый уровень. Но тут, наверное, что касается вас самих, я не вижу, что вы готовы тут прямо к каким-то таким резким движениям. Нет. И со стороны, может быть, другого человека, у кого, если именно касается личной жизни, активности особо это тоже нет. Королева жезлов – это та, которая на своей волне, та, которая, да, свой план имеет. Но вот как этот черный кот на коленях у королевы, она никому не будет это афишировать. Может быть, мои дорогие мужчины, есть женщина желанная, ну, кто знает, это еще не ваша семья, но вы пытаетесь разобраться, что же она там думает. Ну, наверное, это сложно будет сделать. Хотя, мои дорогие девочки, вы тоже можете быть в таких энергиях, где-то таких притягательно привлекательных, и пусть другой какой-то мужчина тоже будет задумываться, что вы думаете, да. Но вот полярные карты, я тут вот повторюсь, я больше вижу это, когда все идет своим чередом. Не будут близнецы тут прямо что-то кардинально менять, ломать, перестраивать. Ну, давайте мы узнаем, что вас удивит. Еще одна тройка пентаклей. А вы знаете, кто-то из вас в процесс обучения буквально может уйти с головой. Кто-то учит языки, потому что кому-то хочется, например, осуществить путешествие, вот даже так. Или пусть это необходимо по работе. И вы сами словно зависаете, потому что вот этот тупик, пока я что-то не изучу. Пока я не изучу, я не могу двигаться. И вы себе такие планки, рамки ставите, что сначала вот я должен или должна полностью ознакомиться с чем-то, понимать, в принципе, куда и к чему это может привести, для чего мне это нужно, потому что это своеобразная сдача экзамена, раскрытие собственных талантов. Кто-то из вас вот именно свои таланты увидит, что или вы прочувствуете интерес к чему-то.
Вы знаете, тут вы действительно больше на своей волне, потому что вас что-то интересует. Вам чего-то своего хочется. И это на самом деле здорово. Давайте мы откроем вторую карту. Кто или что появится неожиданно. Да, может быть, тут бы и хотел, да тут никто ничего неожиданно не появляется. Единственное, какие-то сомнения. Вот это заново может такое, какое-то переосмысление, глубокая философия на мелком месте. Что это? Отшельник. Вот смотрите, разные мысли. Какие-то тяжелые даже мысли, тем не менее, ну, как какая-то реинкарнация происходит. Потому что отшельник– это мудрец. Тот, который, может быть, какое-то время ждал. И всегда ведь отшельник– это прообраз того человека, который оказался в сложной ситуации. Потом выбирает себя, да, и как идти своим жизненным путем. Правда, кто-то тут может, кстати, отношения на паузе. И вы как будто, может быть, это та уже жизненная история, по которой паузы были и не раз, много раз. И ретро-уран вас заставляет где-то переосмыслить, как и отношения, как и их продолжение, что вы сами на самом деле хотите, к чему вы склонны, в чем вы определяетесь. И вот если отшельник говорит, кто или что появится неожиданно, вы сами можете, ну, где-то в этого отшельника уйти. Либо вы устали, либо такое я могу тоже предположить, может быть, каких-то много задач есть, или когда ничего не хочется. Не хочется разочаровываться, не хочется быть обманутым. Странно, кто или что появится неожиданно. Ну, наверное, декабрь месяц, большой месяц, потому что тут какие-то судьбоносные решения вы будете принимать, мои дорогие. Выбор у каждого свой, безусловно. И два старших аркана Иерофант и отшельник сложно однозначно трактовать, что нет, все уйдут в отшельника. Ну, это ж абсурд, конечно, нет. Но кто-то будет, как, знаете, вот такие сложные энергии. Решится на что-то или нет. Вот это может быть. И это как жизненный экзамен по аркану Иерофанта. Что такое тройка пентаклей? Что или кто вас удивит? Да вы сами себя удивляете. Аркан Маг. Вы знаете, кто-то может уйти даже банально с головой в обучение, кому будут интересны новые технологии. Может быть, вот мир тайного, неизведанного, все-таки аркан маг, но он великий практик. Я должна сказать, мои дорогие близнецы, пусть в этой колоде не прорисовано, но вообще алхимик, да? Есть колода, где четко стоит знак Меркурия и ваш знак, мои дорогие. Это вот именно близнецам соответствует. Но практик, как сделать то, что есть в моей ментальности, моей задумкой, как это воплотить в жизнь. Вот какая-то такая задача, причем, скорее всего, это не совсем что-то старое. Может быть, это как старая мечта или какой-то проект, который в дальний угол стола вы отложили. Но это все-таки оно знакомо, вы когда-то об этом думали. И вы можете теперь решиться именно на это. Пора, как я буду это изучать, потому что какая-то тема, которую вы хотите осуществить, и она требует от вас и опыта, и знаний. И явно опыт какой-то у вас есть, а вот как будто знаний-то вот нужно добавить. Ну, может быть, банально, как работает в отношении вас закон, но откуда к вам приходят деньги? Вот тут какой-то финансовый проект, может быть, с учетом новых технологий, да, вот цифровизация, которая оказывает влияние на сферу финансов тоже, новые системы взаиморасчета. Кто-то может начать изучать именно криптовалюту, да, или, в принципе, как вот это все работает. Вас это так увлечет, что вы как выпадаете из реальности. Вот тут правда, какое-то у вас идет увлечение или тот вопрос, который вы очень хотите осуществить. И это, знаете, полная целеустремленность именно в этот процесс. И для кого-то вот что или кто появится неожиданно. Ну, может быть, тут, если кто или что появляется, то вы-то как будто в своих мирах. Вот так и хочется сказать. Давайте достанем, ну, по иерофанту, кто или что появится неожиданно. Тут как по судьбе. Пара все-таки есть. Не случайно десятка кубков.
Аркан алхимика и силы. Карта женской силы, мои дорогие. Но это еще и карта точно так же, как и для алхимика, карта дипломатии. Нет ничего невозможного. Двое сильных людей, которые, тем не менее, каждый сам по себе. Какая-то история, может быть, это период одиночества у кого-то, да, правда такой, и хочется завершить. Может быть, это какие-то контакты. Вы, наверное, мы все разные, да, но явно вы будете обдумывать какую-то свою личную историю, особенно для тех, кто один или одна. Ну, как во что направить мою энергию? А у кого-то стоит выбор, может быть, между партнерами. Есть и очень интересная, притягательная, может быть, женщина. И, кстати, иногда я уже с учетом королевы жезлов. Это, знаете, это физиология, это где-то влечение, страсть, да? А по аркану сила нет, тут не все про страсть, хотя иногда тоже про страсть говорит. Но здесь человек, который не живет этой страстью, нет? Он где-то очень похож чем-то на вас, как будто он вас отзеркаливает. Но это те люди, на которых мы можем положиться, особенно еще и с учетом иерофанта. Кто-то изучает что-то новое, кто-то переводит отношения на новый уровень, а кто-то, в принципе, пытается разобраться между партнерами. Или как-то вот договориться, может быть, нужно, да, с каким-то очень важным человеком. Я не могу сказать, что тут есть какие-то неожиданности. Нет. Тут вам все знакомо. Тут неожиданности могут быть от вас самих. К чему это все идет? Ну, вот еще один отшельник. Ну, нет как будто готовности на отклик, если вам что-то предлагают, да? И с другой стороны, нет, даже если вы что-то предлагаете, ваш адрес отклика-то тоже нет. К чему идет? Сами по себе мы. Но я должна сказать, старший аркан. Тут внешние могут быть еще обстоятельства, которые, ну, может быть, людям встретиться не дают. Или согласовать что-то, да, буква закона не получается. Все-таки перекладывайте на себя. Но, значит, к чему все идет? Где-то до конца декабря сказать, что вот так резко мы что-то измените? Ну, нет. Поэтому и первые карты говорят о том, что, ну вот, как оно шло до этого времени, скорее всего, оно так и останется. Но у вас за этот период, у вас тут целая революция может быть именно в вашей душе. Вы сами можете что-то перестроить, передумать, потому что, ну, видимо, какая-то аналитика, она будет вам очень свойственна. И есть то, что вас интересует в личной жизни. Ну, есть то, что интересует, то, что приятное, приятные воспоминания, но вот есть и то, что неприятно. По пятерке кубков, ну, как бы утрата положительных эмоций, утрата и взаимопонимания тоже. Может быть и так. Но посмотрите, у кого-то это в семье может быть, но тем не менее помириться-то ведь можно. Если вопрос касался уже устоявшихся взаимоотношений, то тогда, допустим, да, ну были какие-то пятерка кубков, мелкая карта, а дальше ее однозначно перекрывает десятка пентаклей. Тут могут соединять, конечно, даже семью, да, ну детей, родителей там или супругов, какие-то общие дела по части дома, денег, детей, вот, да, ну или какие-то общие планы. То, что интересно одному или второму. Вот где-то тут действительно пара. Причем это те отношения не новые, а когда вы друг друга уже знаете достаточно хорошо. Алхимик и карта силы. Вот здесь что-то может пойти в новом ключе. Но тоже по умеренности. Не резко, не хаотично. Как будто умеренности карта говорит о том, что настанет какой-то момент, может быть, переломный, но пока помириться, да, удерживать что-то скорее по этой карте, куда-то не торопиться, по крайней мере, в декабре. Но, в принципе, в семье, в паре, если есть желание, и мир, и покой, и благополучие, и, в принципе, надежность. Вот, видимо, надежные люди, и планетарно оно где-то так, которые буквально по судьбе. Ну вот посмотрите, как будто пара, да? А в середине иерофант. Что ждать в финансах? Восьмерка кубков. Вот тут есть явно какая-то нерешенная проблема, и мы ищем выход, и мы его находим. Это что?
Две карты движения, по сути дела, да. Тут мы сами как будто уже понимаем, что как в прошлом не будет. А старший аркан говорит, есть еще какие-то темы, которые тебе извне приходят. Может, в виде информации. Мы говорили, что обучение тут, да, может проходить. Но по аркану колесницы нам как будто нужно перестроиться на новый лад, на новый манер. Ну да, да, точно, посмотрите. В финансах явно будет что-то меняться. И, может быть, это вы чувствуете, а вы люди, которые особенно улавливают вот эти свежий ветер перемен. Вы можете это прочувствовать и самому себе сказать «пора». И именно потому, что по финансам, чтобы что-то не упустить. Потому что что-то как было как составляющая вашей жизни. Вот обратите внимание, девушка развернулась, и она просто идет. И неважно, вроде бы там что-то и полное в этих кубках, а как будто уже не надо. Вот нужно просто идти вперед. И карта колесницы, ведь это карта скорости. Может быть, вы получите какое-то известие, которое будет как раз и касаться где-то финансов. Ну, может быть, и дома, но в конечном итоге все равно, я имею в виду стены, да, как переезд у кого-то. Это может быть. Тогда оказия какая-то, кстати, на новое место может сложиться, и вам придется действовать быстро и что-то просчитывать по финансам. Ну, много старших арканов у вас, мои дорогие близнецы. Тут судьбоносный декабрь может быть просто у каждого немножко по-своему, потому что старший аркан может проиграться в любой сфере жизни. Ваши достижения. Ну вот, наверное, если было непонятно, куда идти и вообще к чему идет, то вот теперь ноу-хау. К концу как минимум декабря какая-то ситуация у вас более становится определенна. Вы сами можете что-то переиграть. Может быть, какие-то еще новости, события происходят, и вы сами как будто вот тоже занимались одним делом, а переключитесь на что-то другое. По пажу мечей– это выбор тоже своего рода нового какого-то направления. Но это еще и новости, потому что вестники всегда пажи. Не за ту колоду взялась. Что это, с чем это связано? На согласование, на работу, король пентаклей. Ну вот вам, смотрите, вы с чем-то точно до конца декабря определитесь и будете стабилизировать свою жизнь. Может быть, вы будете четко понимать, если это вопросы касаются финансов, обучения, изучения чего-то, куда я иду, зачем мне это нужно, чем я буду заниматься. Вот правда у вас декабрь, время с чем-то определиться и сделать вот этот выбор, может быть, даже очень сложный. Но как только вы его сделаете, словно все встает на свои места. Да, это карта консерватора. И где-то вам говорят о надежности, да, ну, с подтекстом, может быть, консерватизма. Также это близкие люди, семья сама по себе, покой в доме, партнеры. Ну, неважно, что король выпал, да, но в принципе это надежные люди. Хотя для кого-то на ваши достижения это тоже может говорить о работниках банка, к примеру, да, или высокопоставленных лицах. Ну, тогда это какое-то взаимодействие, которое вам во благо. И причем этот человек, знаете, как, ну, может в вашей жизни появиться как какая-то новая возможность. А может быть, это кто-то из ваших близких принимает решение такое, и вы вместе уже как на что-то решитесь, да, которое вот отношения, когда семья или, ну, есть уже стабильность. У кого-то и так проиграется. Но вот даже если поначалу, да, есть какая-то пауза, есть и те вопросы, которые вы сами по себе как в одиночку должны решать, а потом-то ведь тут как раз не в одиночку. Тут добавляются, я бы сказала, какие-то лица, а может быть, это даже для кого-то из вас, кстати, пусть это выпала на деньги нулевая карта, да, но кто знает. Все же у нас тут и выпадала, ну, тут карта силы, королева жезлов и двойка кубков, как бы есть взаимодействие с кем-то. И поэтому для кого-то будут важные решения по части личной жизни. Личная жизнь, дом, финансы, вот мне кажется, именно где-то так. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю за ваши добрые искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.